Привет, ребят! Сегодняшнее видео очень важное для меня лично, потому что оно положит конец одной загадке, над которой я ломал голову вот уже год. И речь пойдет о лучшей карте в Гаррис моде GM Tokyo версия 2. В прошлом году, в июне, я выпустил видео, где рассказывал о целом расследовании, проведенном на этой карте. Так что, если вам интересен сам ход моих мыслей, то ссылка на видео где-то рядом. Но буквально на прошлой неделе мне удалось связаться с автором этой карты и провести интервью с ним, разобравшись наконец со всем, что меня так долго волновало. Но начнем по порядку. GM Tokyo версия 2 это карта для Гаррис мода, очевидно. Чем она поражает, так это своей атмосферой, количеством секретов и проработанностью. Есть основная часть карты, это вот эта улица, на которой стоят дома, во многие можно зайти, например, в клуб или подняться в кафе. Парковки, парк, переулок, тут есть все, что нужно. Но самое интересное, это все странности, что тут есть. Где-то музыка из Юминики играет, где-то за стеклом машины стоят, кто-то в парикмахерской кричит, а в канализации очевидно что-то есть, но добраться туда никак нельзя. А за пределами карты лежит целая куча локаций, все очень красочные. Например, залитая красным серверная, темные аллеи или моя любимая, лучшее место во всем Гаррис моде. Доки. Они такие спокойные, тут просто находиться приятно. И все это связано целой цепочкой переходов и путей, попасть на которые не так-то и просто, но обо всем этом я рассказывал в первом видео. Атмосфера на карте нереально хороша. Снаружи такая тихая, спокойная, уютная даже. Но что-то там есть за этими красивыми вывесками. Что-то жуткое. Знаете, все эти видео о том, что Гаррис мод какой-то страшный и пустой. Здесь то же самое, уютное, но в то же время тревожно пугающее ощущение. GM Tokyo версия 3 же, это следующая часть карты, на которой тоже есть отсылки, густая атмосфера и главное, то, что она обновляется до сих пор. Для удобства я буду называть GM Tokyo версия 2 просто второй версией, а третью, соответственно, третьей. Это продолжение той карты, буквально новая версия этого городка. Здесь город стал намного больше, целые кварталы, со своими улочками, набережной, любовным отелем и все тем же вниманием к деталям. Что тут интересного и необычного? Ну, во-первых, УБО. Тот самый, как раньше. Но вот чтобы попасть к нему, нужно, в общем-то, знать, что делать. Случайно, как раньше, не получится. Нужно подняться на парковке наверх, подойти к двери и взаимодействовать с ней 10 раз. Хоть никакого выключателя там и не видно. После этого телепортируемся в комнату к Поника. Оттуда через УБО на темную аллею. Причем там играет музыка из Юминики Dream Diary. А сама локация очень и очень похожа на темную аллею из той же игры. Вот и еще одна отсылка. А после этого попадаем в кафешку. Есть еще одна отсылка, только теперь на OFF. Вот тут, возле этого мусорного бака. Зачем? Ну, это нам скажет сам автор, но чуть позже. Еще на карте разбросаны книги, будь то отсылка на Евангелион, фотография одного из персонажей или манга 18+. Но главное здесь это то, как город развился и не просто стал больше, а стал разнообразней. Он прямо дышит жизнью. Тут теперь и уютные закоулки, и небоскребы, и клубы. Здесь просто кататься приятно из-за того, насколько же тут красиво. В феврале у меня вышло видео топ-10 карт в Гаррис моде, где я поставил маленький Токио версию 2 на первое место.
но сказал, что у меня еще столько вопросов осталось, что на целое отдельное видео бы хватило. Но сегодня у нас только ответы, а кто же сможет рассказать о карте лучше, чем ее создатель? Поэтому сегодня у нас в гостях Томми, автор серии карт GM Tokyo, который согласился принять участие в этом видео, за что ему огромное спасибо. Ведь теперь я могу спать спокойно и не рисовать странные схемы карты по всей квартире. Первый вопрос, что у меня был, так это лор карты. Очевидно по записке полицейского, что люди умирают в этом городе. Но если в своем видео я говорил о том, что в городе орудует убийца, то на самом деле все запутаннее, ведь сам город проклят. The gist of it, Tiny Tokyo is supposed to be like this Japanese town in Montreal, somewhere in Montreal, Canada. But the weird thing is that people who want to go visit it can never find it. Like they can just never get there. No matter, like the GPS doesn't work. That there's no like map. It's not really on a map. And people who who didn't know it existed somehow end up wandering to Tiny Tokyo. It's very mysterious. And so the gist of the backstory is that it's this really, really cursed part of the world where time froze sometime in the late 90s. That's why you'll see some old stuff. You'll see like old cars and stuff there that look brand new. If you may remember from the first version, there's a little secret I put in. It's like a Dodge neon sign. It's like this brand new Dodge neon inside of a building. It's got dust all over it. And it's like, why is that there? Like it's never been used. That's really interesting. But here's the other part of it is that the curse is slowly starting to lift. And so what's happening is when the curse lifts, time automatically catches right up to the current date. So that's why you'll see some new things in Tiny Tokyo, which is really weird. There's old stuff and there's new things. So basically people go missing because they don't age. They don't realize it, but they don't age. And all of a sudden, like the snap of a finger, kind of like Thanos, like, you know, snap of the finger, their age catches right up to them and they die. So that's how people go missing. Дальше. Меня очень интересовала серверная. Почему между комнатой полицейского и серверной тьма? Единственная мысль, что у меня была, так это то, что они связаны, но из-за архитектуры здания нельзя было разместить такую серверную тут. А еще там был странный звук, похожий на крик вороны. Что это, я так и не понял. So that's the a little backstory on that real quick. The picture and like what you see on the computer screen is a very famous Microsoft Windows 95 and Windows 98 like theme that came pre-bundled. Well, with Windows 98 it came pre-bundled with the operating system. It's called Mystery, and it's like supposed to be this sort of spooky sort of theme for your computer, and that sound that plays is the startup sound for that theme. So I just thought that'd be kind of funny and like, yeah. Дальше. На третьей версии карты есть аллея. Очень похожа на темная аллея из продолжения Юми Ники. Но музыка, хоть и другая, тоже взята из этой же части. Так, может, это и есть отсылка на Юми Ники Dream Diary? So I'm obviously, if you could tell, I'm a huge Yume Nikki fan too. And when I stayed up, I remember staying up till like, 3 a.m. my time, waiting for the game to come out on launch date. And I was really, really, really inspired by the, you're in a tiny, tiny little like alley or something. The buildings are really small. Like I always thought that was really cool. I was like, they did a really, really good job on really capturing the atmosphere. And that's kind of what I was trying to go for with that little area that plays that music. Just kind of like a really lost area. I don't really even have a backstory to it. It's just like a really, and my friend and I, we call it the Twilight Zone. На второй версии карты все сводилось к одному. К поиску выключателя для открытия той самой двери. В итоге мы его и нашли. Но больше того, такой же выключатель был и на светофорах, и в комнате Поника, и в комнате с таблетками. Но есть ли такие выключатели в третьей версии? In terms of buttons, I'm trying to think, other than, obviously the Ponico's room where you
flick the light switch. I don't really think there's many, if any, buttons lying around because I do have a couple Easter eggs. I cut down drastically on them. На карте есть и атмосфера, и исследования, и покатушки, и крутые скриншоты. Тут есть все. Так возникает вопрос, а как изначально карта создавалась? С какой целью? Быть местом для отсылок к Юминики или же нет? The original concept of the maps, excuse me, was to sort of capture the. I don't know if you ever played Midnight Club 2. It's like a racing game. Yeah, I have played it, and I have played the Midnight Club 3 and the PS2. Yeah, I have 2 and 3 as well. The original idea, once upon a time, was to. I made using, player appearance customizer pack. Have you ever heard of that? No, Gmod? not really. So I used it, and I would import like cars from Forza through this thing. Anyways, I also made, I have screenshots of it. I might be able to send it. Yeah, They're up on my profile. On this one map, this one Evo City map or whatever, I made my very first Tiny Tokyo using Pack, and it was just Midnight Club 2 textures that I extracted and put along a wall. And I thought, I think this would be really cool if I could figure out how to actually make a map with these textures. And so that was the original idea, but then I got really distracted and started, instead of improving the quality of the map, I started making Yume Nikki Easter eggs and doing the backstory and everything. So for version 3, the goal of it was to kind of go back, return to Monkey, if you will, and go back to what I really wanted to do, which was to make like an actual, like, it looks like Japan, at least to the best of my abilities, by studying the layout of the Midnight Club 2 map and how they designed the buildings in Tokyo and stuff. So there's less Easter eggs in it, but I still did put some in because I think people were like, oh man, where did the Easter eggs go? And they really remembered it for that. So В топ-10 карт я упоминал, что на карте у многих объектов есть альтернативные расцветки, скины, иначе говоря. Но многие из них были просто кучей квадратов. Так из-за чего же они не работали? there's more textures that you could get, but I removed them from the files to save on space because I was like, okay, I'll just use like these 3 textures or those 2 textures. Назад в серверную. В нее мы попадаем из комнаты полицейского, где просто идем во тьму. А в самой серверной уже есть дверь, но вот выйти оттуда уже не получится. Должен ли быть путь назад из серверной? There was supposed to be a way to come back from the server room. I just never ended up doing it. I had a plan to kind of be able to. I think there's a door in there, and I think my original plan was, you just press E on it, and then you end up like somewhere else. I was gonna probably, I remember now. I was gonna put you outside of the computer store. That's what I was gonna do. I just never ended up doing that, and then life happened, and I stopped updating that map. Что за место? Канализация. Здесь очередной тупик, но какой запоминающийся, ведь эта локация наиболее удалена от основной части карты. На ней есть труп, монтировка, лестница и люк, из которого попадаешь наверх, на побережье. Что это должно быть? The beach area was actually supposed to be way more detailed. I started working on it, but I never finished it. Once again, inspired by the same friend of mine, we're very close friends, that helped me come up with the backstory. So yeah, here's a funny piece of lore. That is supposed to be Polito Bay from GTA 5, believe it or not. That was kind of like, it's a long story, and it ties into even more lore for the map, but the sewers are supposed to be the Polito Bay sewers, and basically it's like an extremely dangerous and cursed area. And I don't think we ever officially decided how it tied into Tiny Tokyo, but yeah, those sewers are supposed to be like super haunted, and like there's all sorts of like paranormal things living in there. That's why you find that dead body in there. Then you go up through the opened sewer latch, and you're in like Polito Bay. It was, like I said, it was supposed to be way more detailed. My friend, I don't know if we took pictures or not, but once again, he used Pack, Player Appearance Customizer, on an older version of the map. He actually did a really, really detailed what it would look like, and I was like, I'm gonna implement this, but easier said than done. And
I never got around to fully implementing it, but I started it. But yeah, he had like a big cliff, which I started making, but I wasn't too happy with it. I just remember there was a cliff, and he had this really cool texture that went really far out, and it looked like water was moving, and I was like, wow, this is really cool. And yeah, so I was supposed to finish that, but yeah, you weren't supposed to leave that. Like, that was the dead end, like, bad ending. You ended up in Polito Bay, and you're stuck there. Ну и вообще-то понятно. GTA 5 это сама по себе очень атмосферная игра с своими темными секретами. И я отправился в Палето Бэй, чтобы найти место, куда мы должны вылезти. Но как оказалось, что это на карте маленький Токио так и не было добавлено. Хотя я нашел кое-что похожее. Вот эту трубу на пляже. Ну а что? Выход тоже окружен скалами, ведет из канализации, а вот это место вовсе и похоже на нее, с этими дорожками по бокам и какой-то чвякой в центре. Недостижимые места есть не только за пределами карты, но и на основной части. Это 3 комнаты. Одна это как бы комната разработчика, вторая это пустая квартира, а третья с балконом, дверью из снежного мира и музыкой из OFF. Причем с крыши библиотеки, но про это я говорил в обзоре на OFF, но обзор на OFF так и не вышел, хоть и готов. Так что не забудьте подписаться, чтобы его не пропустить. Ну а зачем же тогда эти комнаты? So the first room you talked about with the Love Live poster and stuff, that's just kind of my like shit posting room. That's just the dev room. I just, you know, put random stuff in there with each update, and it serves no purpose. It was just kind of there for fun. The balcony that ended up turning out terribly that I never fixed. I was just really inspired by that, you know, that the top of the library and off. I beat that game like 3 times now. I love that game. And I really like the music, so I thought, oh, it'd be really soothing if there was like this little balcony you could go on in the building and look at like the city and listen to this music. So that was really the purpose of that. Third room you're talking about, with every update, I forgot that it existed. So I just never did anything with it. I started working on it and then I forgot that it existed, and I would go back and I'm like, oh yeah, this room exists. I should really do something with this. And then I never did. So I don't know what it was going to be, but I think it was going to be just like a little like apartment that you could just kind of go in and like look outside. So I was supposed to fully implement it so that you could kind of like, I think there's like a door in the little mini parking garage. I was going to make it so you press E on it and then you end up in there. I just never got around to doing it. But it was just supposed to be another little place to explore, and kind of, you know, you could look out at this alleyway from one of the buildings on the inside, and it was supposed to kind of be like a cool perspective. I never finished implementing it. Комната с таблетками это очень важное место. Не только потому, что там есть предмет, который можно поднимать, не только потому, что это тупик, не только потому, что там письмо, но и потому, что там музыка из OFF, и это место нас убивает. Что же тут происходит? I was waiting for this. So that room, when I made it, I was like, I want to make kind of like an ending to your journey in the map. Like, if depending on which routes you take, you get the bad ending as well, sort of. And so that was supposed to be one of the bad endings. Like, you take these journeys, you go through, like, you find different things, go in places where you're technically not supposed to be going. According to the lore, anyways, the Tiny Tokyo police officers, very vigilant individuals. But yeah, you end up in this room, and then basically you hit the light switch. I don't even remember what the poem said. I think I just threw that together for fun. But yeah, you hit the light switch or whatever, and then like you start dying, and it's like the bad ending. Like, you know, you're dead. I don't really have much of another explanation for it other than I just wanted to make something where it's like, oh, you clearly went the wrong way, so now you're dead. Таким образом, сюжет в том, что мы случайно забрели в этот город. А вот что случится дальше, уже неизвестно, и зависит от того, куда мы пойдем. Есть хорошая концовка, когда мы уходим отсюда. Нейтральная концовка, когда мы остаемся навсегда в Палето Бэй. А есть и плохая, в которой мы умираем в маленьком Токио. Третья версия карты очень интересна не только размерами и проработанностью, но еще и тем, что она до сих пор обновляется. Что ждет нас в будущем? There's not really
least right now, I don't really have anything in mind for it other than just improving the visual quality of it and just making it look better. На второй версии карты было так много всяких отсылок, а на третьей много хентай-манги, но зачем она тут? Yeah, people were very mad about that. Some people were so angry. I thought that was hilarious. I was like, eh. And there's also there's if you look in the coffee shop, there's the groundwork of Evangelion. I just put those there for fun. I wanted to see if people would find them. I put them in places where if you were just happened to go by, you might see them. And so I thought that was hilarious. I was like, kind of funny. People are gonna see this and go, "What the?" So that was behind that. Just see if people had keen eyes. В определенных местах, на третьей версии, звучат различные звуки. Например, вот здесь шум, а здесь музыка и зов. Но это должно быть подсказкой или же добавить просто больше атмосферности. So a little bit of both. They put some tension in, and I don't know if you noticed, but version 3, like towards the end, before you just walk into the dark patch and end up in the restaurant, it plays that sound, and it's kind of like there's a fenced off area and a car, and there's like blood on the ground and a crowbar, and the gist of it is that's like a really dangerous area that you're in. It's supposed to kind of give you that, like, it seems very relaxing and very nice, but truthfully there's something going on behind the scenes that you're not aware of. Будут ли выходить обновления для второй версии? Yeah, no updates for version 2, but version 3 will probably be updates, but they seem to be a yearly thing. Ну и наконец. Что за крик в парикмахерской во второй версии, на которой в третьей только отсылка? Basically, it was, typical kids YouTube channel. We've all been there. And he was playing with Angry Birds stuffed dolls, I think. He was with his brother, his younger brother. Like this kid's young, and he's got an even younger brother. I think, if I remember correctly, they were throwing them around the room or something and like dancing. And then at one point, this kid lets out the most just ridiculous scream that I've ever heard in my life, and that's that scream. And I thought, oh my god, this is hilarious. This is funny. So I recorded it, and I made it so when if you're looking around the barbershop and you hit the radio, that thing will make that kid will scream at you. I thought it was funny. Спасибо еще раз Томми за то, что он согласился ответить на мои вопросы. Я этого целый год ждал. Не шутка. У Влада спросите. Но мне теперь интересно, а как выглядела карта раньше? Какие этапы прошла и есть ли иллюзорная первая версия? Ну, как оказалось, есть. Но автору она очень не нравится, поэтому он ее удалил и никому не показывает. Но, к счастью, Томми поделился со мной скриншотами первой версии. И она выглядит совсем по-другому. Длинный туннель, более разветвленные улицы и сумасшедшая тусовка в гараже. Все здесь, конечно. Но интересно, что плакаты те же, что и на второй версии. Дальше, вторая версия не сразу стала такой, какая она сейчас. Томми скинул скриншот самой первой вариации второй версии карты. Еще целых зданий не было. Зато вывески на месте. Чудом мне удалось найти одну из ранних версий карты. И тут изменения мощные. Вместо парка деревья большие и детская площадка. Аллей нет, магазина под парковкой нет. Много чего нет на самом деле. Мне лично очень понравилось панорамное окно на парковке. Такое классное и вид хороший. А из того, что попало в финальную версию, есть комната полицейского, хоть и с компьютером вместо листа, да и с другой музыкой. Из крыши торгового центра. Клуб, бесконечное шоссе и комната Боника, ведущая в измерение Убоа, откуда уже выхода нет. Ни следующих, ни предыдущих версий карты нет, к сожалению. Но даже потому, что есть, можно понять, насколько трудоемкий это был процесс. Превращение карты из такой в такую.
Теперь я понял эту карту. До этого я мог лишь прочувствовать и гадать, почему она такая, какая есть. А сейчас я понимаю, что вообще-то все очень логично. И опять я хочу обратить внимание на детали здесь. Даже то, что машина в пыли, даже то, что версия Windows 98 или 95, уж не знаю, то, что... Да, в общем, все. Эти две карты просто лучшие во всем Гаррис моде. Ну я серьезно, настолько душевные они получились. Я прихожу сюда снимать видео, будто бы домой, я наизусть все помню. Текст этого видео я писал в другом городе, и у меня не было ничего из отснятого материала, но все равно я четко представлял, о чем говорю. Даже детали помнил, и это уже о многом говорит. То, что карта в Гаррис моде может быть настолько запоминающейся. И именно из-за этого она для меня и на первом месте. Огромное спасибо Владу и Сене за помощь в съемке этого видео. Огромное спасибо оператору, ведь многие из теорий мы составляли вместе. Огромное спасибо вам за то, что досмотрели до конца. И отдельное спасибо Томе, автору карты, за то, что создал этот шедевр. Это видео было очень важным для меня, потому что я наконец смог разобраться с чем-то, что долго мне не давало покоя. Ой, секунду, тут мне Влад звонит. Брат, я выбрался из города, мне кажется, это хорошая концовка. Подожди, а что это за таблетки?